Никто не должен был быть здесь. Камеры были наготове, фанаты затаили дыхание, потому что, когда Чингук внезапно вошел в этот аэропорт, все изменилось. Но настоящим шоком был не его приезд, шоком стало то, что Тэхён сделал дальше. И в тот момент, когда он это сделал, фанаты закричали, заплакали и замерли одновременно. Это не просто очередное видео из аэропорта. Этот момент, возможно, только что изменил все между ними. То утро казалось странно спокойным. Та самая тишина, которая устанавливается лишь на несколько секунд перед чем-то незабываемым. Путешественники двигались, их чемоданы мягко катились по отполированному полу. Объявления эхом отдавались в дальних коридорах, а камеры нескольких ранних фанатов уже были подняты, хотя никто не ожидал ничего необычного. Приезд Чингука не был запланирован на этот день. Не было ни намеков, ни шепота персонала, ни размытых полуночных фотографий, опубликованных в сети. Вот почему в тот момент, когда он появился в конце терминала в простом черном худи и кепке, низко надвинутой на глаза, время словно замедлилось. Сначала люди не поверили своим глазам. Несколько фанатов замерли, их руки дрожали, когда они поднимали телефоны выше. Кто-то прошептал его имя, будто произнесение его вслух могло заставить его снова исчезнуть. Затем шепот распространился, как лесной пожар. «Чингук! Чингук здесь!» Спокойствие было разрушено в мгновение ика. Воздух наполнился вздохами. Шаги прекратились. Терминал, который еще несколько секунд назад пребывал в полудреме, внезапно полностью ожил. Чингук шел тихо, его плечи были расслаблены, но взгляд сосредоточен впереди. Он не махал рукой. Он не улыбался. Выражение его лица было что-то иное, что-то более тяжелое, будто он нес на плече не просто рюкзак. Фанаты заметили это сразу. Они чувствовали, что это не просто неожиданное появление. Это было личное. Это было эмоционально. Это было что-то, что назревало долгое время. Затем, как раз когда шум начал перерастать в восторженные крики, с противоположной стороны терминала появилась другая знакомая фигура – Тэхён. Он вошел медленно, его пальто было слегка распахнуто, волосы мягко спадали на лоб. Его глаза искали, сканировали толпу, пока, наконец, не встретились с глазами Чингука. И в ту же секунду все снова изменилось. Сам воздух, казалось, натянулся. Фанаты, которые только что кричали, замолчали. Телефоны дрожали в руках людей, которые внезапно забыли, как дышать. Они смотрели друг на друга через весь терминал, разделенные всего несколькими метрами, но казалось, что между ними целая жизнь невысказанных слов. Никто не двигался. Охрана не вмешивалась. Даже люди, которые их не узнали, чувствовали, что происходит что-то важное. Чингук сделал шаг вперед, затем еще один. Его походка была медленной, почти осторожной, будто он боялся, что момент может разрушиться, если он будет двигаться слишком быстро. Тэхён не отводил глаз. Его губы слегка приоткрылись, грудь вздымалась от тихого вдоха, момента, который фанаты позже будут пересматривать снова и снова в замедленной съемке. Когда они, наконец, встали лицом к лицу, Чингук потянулся и осторожно поправил козырек своей кепки. Его глаза блестели, а челюсть была напряжена. Тэхён сглотнул, его кулаки были сжаты, словно он сдерживал 1000 эмоций одновременно. И тогда Тэхён сделал то, чего никто не ожидал. Он без колебаний шагнул вперед и обнял Чингука. Это не было быстрым, вежливым объятием. Это не было объятием для камер или заголовков. Оно было крепким. Оно было настоящим. Это было то самое объятие, которое говорило: «Я здесь. Я никуда не уйду. Тебе больше не нужно нести это в одиночку». Тело Чингука на полсекунды напряглось, прежде чем он растаял в этих руках. Его руки медленно поднялись, чтобы обнять Тэхёна так же крепко. Волна звука взорвала терминал. Крики отражались от стен. Некоторые фанаты закрывали рты руками, другие открыто плакали. Многие роняли телефоны и тут же спешно поднимали их, отчаянно пытаясь запечатлеть каждую секунду момента, о котором будут говорить годами. Они стояли так дольше, чем кто-либо ожидал. Проходили секунды, потом еще. Никто из них не шевелился. Рука Тэхёна скользнула по спине Чингука утешающим движением, прижимая его ближе, в то время как Чингук уткнулся лицом в плечо Тэхёна, задевая его щеку краем кепки. В этом объятии аэропорт исчез.
Шум исчез. Камеры исчезли. Были только два человека, стоящие посреди переполненного терминала и прижимающиеся друг к другу так, словно весь остальной мир мог подождать. Когда они, наконец, отстранились друг от друга, глаза Чингука были красными. Тэхён подарил ему легкую, нежную улыбку, ту самую, для которой не нужны слова. Чингук кивнул один раз, будто отвечая на что-то, что могли слышать только они. Позже фанаты будут спорить о том, что это значило. Кто-то скажет, что это было воссоединение после долгой разлуки. Другие, что это было молчаливое обещание. Многие сочтут это прощанием, замаскированным под приветствие. Но все сошлись в одном. Что бы ни произошло между Чингуком и Тэхёном в том аэропорту, это не было обычным делом. Это не было сценарием. Это невозможно забыть. Это был момент, который навсегда изменил то, как фанаты смотрят на них. После этого объятия никто из них не заговорил. В этом не было нужды. Тишина между ними была тяжелее любых слов, наполненная тем, что слишком долго оставалось невысказанным. Тэхён сделал небольшой шаг назад, но его рука задержалась на плече Чингука на секунду дольше, чем нужно, будто он боялся, что, если отпустить полностью, момент исчезнет. Чингук медленно выдохнул. Так выдыхают только после того, как слишком долго сдерживали эмоции внутри. Его пальцы сжались на лямке рюкзака, но глаза ни на миг не покидали лица Тэхёна. В его взгляде читался немой вопрос. Тэхён ответил на него коротким кивком. Наконец подошла охрана, мягко направляя их к более спокойному коридору. Фанаты провожали их взглядами, кто-то все еще дрожал, кто-то вытирал слезы. Все понимали, что только что стали свидетелями чего-то гораздо более значимого, чем просто неожиданное появление. Пока они шли бок о бок, их плечи соприкасались. Это была мелкая деталь, но она вызвала новую волну шепота в толпе. Чингук наклонился чуть ближе, его голос был настолько тихим, что только Тэхён мог его расслышать. «Я не думал, что ты придешь». Тэхён издал мягкий, почти беззвучный смешок. «Ты не думал, что я приду», — мягко поправил он, — «но я всегда прихожу». Чингук на мгновение опустил взгляд, часто моргая, а затем снова посмотрел на него. Я уже не был в этом уверен. Тэхён остановился. Он полностью повернулся к Чингуку в узком коридоре, и на секунду мир снова сузился только до них двоих. Его глаза были серьезными и непоколебимыми, такими фанаты видели их редко. «Не сомневайся в этом», — тихо сказал Тэхён. «Не со мной». Чингук сглотнул. Его губы слегка дрогнули, прежде чем он заставил себя улыбнуться. «Мне нужно было это услышать». Они простояли так еще мгновение, пока шум аэропорта не превратился в далекое размытое пятно. Затем Тэхён отступил в сторону, указывая вперед. «Пойдем», — мягко сказал он, — «не будем заставлять их волноваться». Они продолжили идти, теперь уже ближе, их шаги попадали в общий ритм. За барьерами щелкали затворы камер, ловя размытые кадры, которые вскоре наводнят соцсети и комментарии теориями, слезами и бесконечными догадками. Но ни один из этих снимков никогда не сможет полностью передать то, что чувствовалось внутри. Потому что это было не про слухи или заголовки. Это было про двух людей, находящих путь друг к другу там, где никто не ожидал. И что бы ни ждало их за пределами этого коридора, одно стало ясно. Они входили в это не в одиночку. Они дошли до более спокойного зала ожидания рядом с выходами на посадку, где шум основного терминала стих до глухого гула. Стеклянные стены отражали мягкий послеполуденный свет. И впервые с тех пор, как их взгляды встретились в терминале, появилось пространство, чтобы вздохнуть. Чингук остановился у ряда пустых кресел, медленно ставя рюкзак, будто каждое движение должно было быть осторожным и осознанным. Тэхён прислонился к окну, наблюдая, как самолеты катятся по взлетной полосе. Несколько секунд никто из них не произносил ни слова. Теперь тишина ощущалась иначе, не тяжелой, а выжидающей. «Я пришел не просто для того, чтобы удивить тебя», — наконец сказал Тэхён тихим голосом. «Я пришел, потому что услышал, что ты не в порядке». Чингук издал тихий смешок, который так и не достиг его глаз. «Люди много чего говорят». Тэхён обернулся, и кое-что из этого — правда. Плечи Чингука напряглись. Он сел, упершись локтями в колени и глядя в пол, будто слова, которые он искал, были написаны там.
«Я думал, что справлюсь совсем сам», — признался он. «Графики, ожидания, чужие представления о том, кем я должен быть. Но в последнее время кажется, что я все время бегу и никак никуда не прихожу». Тэхён подошел ближе. «Тебе не нужно бежать одному». Чингук поднял взгляд. Большое спасибо за просмотр сегодняшнего обновления о BTS. Если вам понравилось погружаться в последние моменты, истории и закулисные подробности, не уходите прямо сейчас. Ваша поддержка действительно помогает этому каналу расти и позволяет нам продолжать знакомить вас с новостями в реальном времени, эмоциональными историями и глубокими погружениями во все, что происходит во вселенной BTS. Так что, если вы еще этого не сделали, нажмите кнопку подписки и включите уведомления, чтобы никогда не пропустить ни одного момента. Будь то камбэк, неожиданное появление или история, о которой фандом не может перестать говорить. Это Кбосс Апдейт, и я увижу вас в следующем видео с новыми материалами о BTS, которые вы точно не захотите пропустить. Спасибо за просмотр и оставайтесь с нами.